Друзья, приветствую, Сергей Петрик, канал CryptoTime. У нас сегодня уникальный гость. Это Михаил Гранин, это координатор ключевых партнеров на территории, я так понимаю, СНГ и не только. Да, по всему приветствую миру. еще раз, Миша. Да. Мы очень долго с тобой хотели встретиться, ты знаешь, потому что, просто все, знаешь, так бывает. Много дел, много поездок. Недавно с корабля, много говорили встречи. Скажи, пожалуйста, два слова о тебе, о том, что сейчас ты делаешь в данный период времени, как развивается также NEM, и как ты вообще с этим всем, с ним соединился, твоя как судьба. Да. Получилось так, что, во-первых, для начала, я координатор этого всего не представитель Сатоши Накамото, это конкретно про NEM Foundation речь идет, о криптовалюте, которую вы знаете как токен ZEM, но прежде всего мы, конечно, говорим о платформе разработки. То есть наш NEM Foundation — это организация, которая сделана для того, чтобы продвигать технологию. NEM — это платформа, на которой любой бизнес, любое госучреждение, любой просто энтузиаст, который может о программировании знать совсем мало, может поднять свой блокчейн-проект. Не поднимая собственный блокчейн, не изучая Solidity, не создавая смарт-контракты, используя те языки программирования, которые он знает, или даже сделать многие вещи вообще без языков программирования. Например, ICO у нас можно... Комплимент сделать, это одна из моих тоже любимых монет, на самом деле, вот если брать, потому что считаю, что есть у вас даже правильная такая энергия и команда, которая реализует, и в плане технологий, я думаю, вы одни передовые. Ты в точку попал, потому что, собственно, почему я здесь, с NEM Foundation, это именно из-за команды. Прежде всего, это было из-за технологий. Были другие команды, которые мне казались очень интересными с точки зрения идей в технологии, но таких людей, как здесь, я нигде не увидел, и это самая мощная команда. По сути, это единственная в мире команда, которая полностью написала 2 блокчейна с нуля. В 2014 году они начали писать текущую версию NEM, а сейчас мы выпускаем вторую версию. Это полностью за 2 года переписанный заново блокчейн на другом языке программирования с абсолютно другим уровнем возможностей. И людей с таким опытом нигде больше в мире нет. Абсолютно точно. И самый высокий уровень. Это самый высокий уровень, самые крутые программисты и самая крутая команда и по маркетингу, и по работе с комьюнити. А где территориально, где находится? Почему-то все считают, что мы в Японии, потому что в Японии это самая популярная криптовалюта, и не знают все. Сейчас на CryptoSpace ко мне подходили японцы и говорят: о, если честно, я тоже так думал. Да, так и есть, потому что у нас очень много материалов на японском, были огромные проведены исследования, там много японских банков использовали, проверяли, как будет работать банковская сфера, если она применит полностью блокчейн NEM. Увидели, что сокращаются расходы на 90%. Фактически банковская индустрия полностью меняется. То же самое мы увидели с биржами, и сейчас тоже по миру несколько таких пилотов есть. Но если говорить о географии, то ключевые разработчики были, как ни странно, и в Штатах, и в Европе. Есть люди из России, которые, вообще говоря, очень-очень большой вклад делают. Но это распределенная команда программистов. То есть нет единого штаба? Да, это лучший талант. Децентрализованный абсолютно, штаб. Да, это по сути начиналось когда-то, когда на Bitcoin Talk давным-давно просто появился энтузиаст, который сказал: давайте сделаем лучшую в мире платформу. Тогда он даже не думал делать с нуля, он думал, что это будет делаться на основе NXT, но в итоге было решено, что чтобы сделать действительно что-то инновационное, нужно написать с нуля, и весь 100%, ни одной строчки кода не было взято из других проектов, 100% кода — это новый код. И это было сделано дважды, как я уже сказал. Класс. И новый вариант на C++, он сейчас выходит, первые компании уже используют как приватный блокчейн его, и, собственно, я предвещаю вопрос, что нужны какие-то инсайты, нужны какие-то вообще прям... Так как это всегда спрашивают... Ты меня опередил моим вопросом же. Нас всегда спрашивают, когда катапульт? Катапульт — это X? Катапульт — это наша следующая версия, которая сейчас выходит. Ты заметил момент, когда была встреча, как за буквально пару дней назад, когда с корабля на бал рост просто прошел. Да. Мы, собственно, были на корабле буквально 2 дня назад на так называемом автопати после CryptoSpace. И было очень забавно, потому что, по сути, мы сидим и празднуем, а потом мы понимаем, что нужно еще праздновать. И потом кто-то понимает, что он еще в 2 раза стал богаче, потому что был там рост 147% буквально за несколько часов. Это было очень интересно наблюдать. Но был хороший, серьезный повод. Я думаю, что все знают, что есть самый большой мессенджер в мире — это WeChat. Китайский мессенджер, он самый большой не только по количеству пользователей, потому что там может соревноваться Facebook, он потому что в нем люди живут.
То есть в Китае, если вы приезжаете, вам не нужен ни бумажник и никакой другой в мобильном телефоне приложение. Вы платите через WeChat, у вас все приложения внутри WeChat, вы все делаете через WeChat. И WeChat стал... Telegram такой же, просто на другом рынке. Он еще маленький, во-первых, Telegram, потому что все-таки раз в 10 как минимум у него меньше аудитория. И у него нету такой экосистемы. Да, боты крутые, да, есть куча всяких вещей в экосистеме, есть хороший контент, но все-таки WeChat намного больше лет, и огромная страна, и не только Китай, на самом деле. В общем-то, большая часть Азии живет на WeChat. А с чем это связано? С Insight, ты говоришь? Да, Insight, собственно, такой, что у нас случился такой классный новостной повод. Мы рассказали о том, что теперь в WeChat появился такая, назовем, надстройка, которая позволяет, так как ведь в основном WeChat это платежная система, да. это бумажниковая. Да. Да, и теперь в нем можно платить с помощью NEM, да. Круто. И это, по сути, первый раз, когда в популярном мессенджере уже сделали. Фактически, ну, так скажем, это есть. Просто не анонсировали, да? Да, там просто было несколько таких, технически, наверное, моментов, да, скорее по формулировкам, то есть почему-то некоторые новостные СМИ начали писать о том, что у нас какое-то там стратегическое партнерство с Tencent и так далее. Поэтому, в принципе, была некая переоценка, как вы видели, там цена вскочила намного выше, но в целом получился хороший рост. Мы там сейчас намного выше всех предыдущих исторических максимумов. Но я так скажу, что для нас это не так важно. То есть нам важно это как проект, потому что, по сути, у нас как такового никакого маркетинга нет, у нас нет задачи растить цену токена. Нам важно, чтобы приходили проекты, которые цену токена поднимают. В идеале, чтобы это было, потому что токены нужны проекту для оплаты транзакций. Сколько на вашем блокчейне запилено проектов? К сожалению, не так много, как хотелось бы нам. Но это нормально, потому что платформа, хотя она одна из старейших блокчейн-платформ, получается, именно платформа, не просто криптовалют, обросла инструментами для разработки, которые сделали разработку очень удобной совсем недавно, но уже есть такие серьезные, крупные проекты, особенно то, что в разработке. В разработке Комса, собравшая огромные деньги, и, по сути, который занимается разработкой, там, компания Техбюро, которая делала наш приватный блокчейн-инжин. Вот нашумело. Да, то есть сильно. это как бы... И у них очень много будет на NEM. У них будет и децентрализованная биржа, и... Целая инфраструктура. Да, там полная инфраструктура. Полноценная инфраструктура. Есть полноценный европейский банк, который провезли ICO Банкера. То есть это тоже уникальный проект тем, что это существующие банковские продукты, которые используют технологию NEM теперь. Это запущено с реальными... и будет сейчас? Это запущено. Это тоже прошедшее ICO, это был рекорд. Комса поставила первый рекорд, самое крупное было при ICO на 25 миллионов, и банкеры еще перебили этот рекорд, еще выше поставили планку. Такие рекорды собирать себя в копилку. Да, и, собственно, таких проектов довольно много. Сейчас пока еще не прошло ICO, но вот такой проект, с которым я много работаю и вижу, что там огромный потенциал. Это Zeus Exchange, это первая криптобиржа, где возможно покупать акции реальных компаний за криптовалюту. По сути, это первый такой мост между крипто, где у нас там, условно, там наши 400 миллиардов небольшие, да, и вот огромным рынком, потому что там только Штаты, если взять, вот фондовые рынки, capital markets, это, если точнее говорить, это 69 триллионов. И вдруг эти деньги могут прийти сюда. То есть вы делаете инструментарий для них? И Zeus это и есть такой инструмент, потому что, с одной стороны, теперь любой человек там в Азии, в России, который не мог раньше торговать, купить себе акции Apple, может просто через криптовалюту купить эти акции легко, причем ему не нужно, там же лоты огромные, 100 акций Apple — это огромные деньги, а меньше никто не торгует. А тут можно купить в любом количестве, в том числе даже дробные акции. Есть крупные компании, у которых очень дорогие акции, вы можете купить на любую сумму. Полезно. Да, действительно полезно, к этому огромный интерес. То есть большие там платежные системы азиатские хотят включить себе это как розничный продукт. Я не могу не спросить. Да. Все же эфир один из ваших, наверное, основных таких, наверное, конкурентов, у которого недавно был тоже запуск этих нашумевших котиков. Про котиков, мы сегодня поговорим про котиков. Давай про котиков, давай про них. Что ты? Слушайте, я считаю, что эфир доказал, что это действительно полезная платформа, и на нем может работать как минимум одно приложение, которое очень многим людям нужно. Но с большим он справляться уже не способен. В принципе, это хорошо, потому что, если вы помните, по сути... Да. Юмор.
вообще, к сожалению, самое неприятное сравнение может быть, но по сути вот, доказательство полезности технологий иногда бывает не очень приятным. Например, биткоин показал, что это деньги только когда появился Silk Road. Это преступная сеть, это очень нехорошо. Но по сути до того, как кто-то начал хотя бы как-то использовать это как деньги, это не работало. И то же самое случилось с эфиром, потому что эфир, когда вдруг, первая идея у нас была, что смарт-контракты могут быть нужны, когда появился DAO, и мы думали, что вот, собственно говоря, децентрализованная организация — это то, что будет работать. Но это показало первую огромную проблему эфира — это безопасность. Потому что мы помним очень хорошо цифры, сколько тогда было. Молодцы компенсируют все сделать, но тем не менее дырка. Это был хардфорк. Это фактически был такой огромный риск вообще убить платформу. И теперь у нас есть эфир Classic и эфир, как результаты DAO. Еще скоро Classic будет делиться, он же форк за форком. В общем, смотрите, получалась же простая штука, что как только мы увидели, что вышли котики, мы получили столько транзакций, я просто, если кто-то не в курсе, что сеть эфира просто легла. То есть вот мы здесь были на еще одном интервью, когда приезжал Кристоф, наш координатор из Европы, сейчас он был на конференции на CryptoSpace, и мы смотрим, и понимаем, что ни один бумажник эфира мы открыть не можем. Ни один смарт-контракт ничего не проходит вообще. Да, взлетает безумно биткоин, потому что люди пытаются уйти хотя бы куда-то, где хоть что-то они могут заплатить, потому что в основном на многих ICO можно либо платить. По сути, это одна из причин тоже, почему NEM, да? Потому что люди перелили деньги. Вообще-то, я вижу, что это причина более фундаментальная, которую мы будем сейчас очень быстро видеть огромный рост интереса к NEM. Потому что, по сути, нам надо понимать, что единственное, чем сейчас был полезен эфир, это платформа для смарт-контрактов, для сборов средств на ICO. И этих ICO выходит по 15 штук в день в среднем. И сейчас они не могут запускаться. Понимаю. И с этого вопрос. На NEM, если такое повторится, выдержит? Абсолютно точно выдержит. У нас, во-первых, у нас невозможно сделать котиков. Единственное, что невозможно сделать на NEM, это котик. Вот. Ну, то есть невозможно в сам блокчейн, он-чейн сделать смарт-контракт. Потому что мы используем понятие смарт-контракта, как оно изначально возникло в 1996 году. Это код, которым управляет тот, кто его создал. Проблема же эфира очень простая. Ты пишешь смарт-контракт, и как только ты положил его в блокчейн, только там он может работать, и все, ты не можешь его исправить. И причем, если у тебя изменилась бизнес-логика, как что-то изменилось в бизнесе, ты не можешь его исправить. Если кто-то нашел в нем ошибку и украл твои деньги, ты не можешь его исправить. А каждый смарт-контракт, который лежит в сети эфира, и на нем есть деньги, это баунти для хакеров. Они видят код. И этот код им говорит: докажи мне, что ты программист лучше, чем я. И когда ты публикуешь свой смарт-контракт в эфире, по сути, ты должен это сказать всем будущим поколениям, что через, 3-5 лет не родится такой школьник, который там на завтрак, обед и ужин будет есть этот эфир, который найдет какой-то баг и заберет эти деньги. Печально. То есть, по сути, это абсолютно редчайший случай, когда нам нужны смарт-контракты on-chain. Вот котики, да, это такой случай. Хотя, в принципе, мы так подумали, что мы можем сделать там, щеночков, например, и показать, что у нас там, условно, там, на приватном чейне может там 4500 транзакций быть. То есть они, это очень, кстати, прикольный показатель, да? То есть показать возможность. Запросто, да, можно сделать. Но нам интереснее как бы заниматься сейчас другой и действительно полезной деятельностью. Вот мы хотим сейчас помочь очень ребятам из Singularity, и другим разным ICO, которые сейчас понимают, что они не могут сейчас не сдвинуть даты уже, и не могут запускаться на эфире. А на NEM очень легко запустить ICO. Фактически, если человек хочет запустить, к примеру, он сейчас в выборе, ты понимаешь, что очень много ICO-проектов, и есть классные ICO, но они выбирают, какую платформу выбрать. Скажи два слова, как им лучше и почему на стартап-платформе. По сути, NEM — это платформа, которая идеально подходит для ICO, потому что, во-первых, у нас есть механизм namespaces, это как доменные имена. Как им это сделать вот сразу? И, собственно... Потому что очень мало специалистов, ты же понимаешь. Прелесть в том, что вам специалисты не нужны. Вы берете самых доступных на рынке программистов, потому что это открытый код. Это несколько строк, которые вы просто редактируете под себя, какой объем эмиссии у вас и как будет называться ваш токен. Вы идете, вы регистрируете ваш токен, если нужно, регистрируете для него namespace, чтобы люди понимали, что это именно ваш токен. А на многих ICO была такая проблема, что кто-то шлет подобные токены, и люди не понимают вообще,
как бы, что это. То есть вы упростили, Да. упростили? Мы, во-первых, упростили, во-вторых, защитили. И то, что очень важно для ICO, что вы можете, у нас самый мощный механизм мультиподписи редактируемый прямо на протоколе, что вы можете показать, что все ваши фаундеры, они только вместе могут принимать решения о расходовании этих средств, что это не какой-то там скам, это абсолютно прозрачно. Да, и плюс еще такая вещь, которую вообще я нигде не встречал, что это редактируем очень легко. Условно, если мы с тобой что-то начинаем, но ты потерял приватные ключи, то мы вот все остальные, там, совет директоров, можем твой аккаунт удалить и заново тебе его создать. Несмотря на то, что приватных ключей нет, потому что иначе, если у тебя мультиподпись, один потерял ключ, обычно все, никто ничего не может сделать с этим аккаунтом по мультиподписи. Получается, так можно, да, сделать, если Да, есть группа, да? Так. Да, у нас это возможно, можно редактировать мультиподпись. И Круто. По сути, это очень просто. То есть прям я вот понимаю, что скорее всего сейчас будет огромный такой переток. Я не знаю, возможно... Я думаю, будут сейчас вообще интересные, особенно под Новый год, да, новости. Да. И вот как раз из этого мы отошли немножко от темы. Скажи, пожалуйста, за инсайды, потому что ты как-то так очень интересно... Да, я начал немножко рассказывать про это, но дело в том, что да, мы обычно ничего не показываем, пока нет готового решения уже на рынке, которым вы можете пользоваться. Но сейчас, так как мы начинаем работать с очень серьезными партнерами, вот у нас, там, например, я летал в Казахстан, мы подписали соглашение с государственной корпорацией, с Казахстанским космическим центром. Они хотят на блокчейне верифицировать все космоснимки, чтобы вы могли там использовать космоснимок, например, как доказательство в суде, что это точно было в такой-то момент времени, когда он снят и что он не был изменен. Уже сделано, переговоры проведены? Да, у нас уже подписан меморандум с президентом корпорации. Такой же меморандум есть с Назарбаев университетом, мощнейший университет. У них есть собственный технопарк, акселератор. Мы сделали roadmap, как там у них сотни проектов будет использовать всю нашу экспертизу. Мы у них в жюри, как трекеры ведем их проекты. И вот такие вещи мы хотим делать сейчас со многими университетами, уже предварительно говорили. Вы хотите повторить это в каждой стране, да, практически? Да. Для нас в образовании, в госсекторе, в бизнесе важно, чтобы все знали о нашей технологии. Это единственная наша цель. И по сути... понял, вы пошли через образование, потому что люди более будут стать образованы, соответственно, они будут понимать, кто передовые технологии. Нам в этом очень помог эфир как раз, потому что эфир очень сложно изучать. Нужно изучать Solidity, нужно понимать, что такое смарт-контракты. NEM обучаться очень легко. Сейчас вот эта тема образования в сфере блокчейна, она очень вскипела из-за эфира, а нам очень легко прийти и обучить, потому что обучение технологии NEM, оно намного меньше времени занимает, намного меньше порог входа. Любой там студент, который год изучал программирование в университете, он может просто прийти на наш сайт и уже сделать. У нас были такие случаи, когда человек приходит и там за ночь делает там проект, который связывает там Twitter-аккаунт с блокчейн-аккаунтом. Ты можешь четко знать, что это действительно реальный человек. А как ты думаешь, вот вообще первый квартал года 2018, как будет развиваться? Ну вот у меня как раз новость про первый квартал. Мы решили, что для наших партнеров очень важно знать, какие у нас будут планы. И мы в первом квартале хотим опубликовать roadmap уже публично, чтобы все знали, какие у нас, в какие сроки, какие мы собираемся делать. Там скорее будет даже не сроки, там будут прежде всего приоритеты, чтобы люди знали, что они могут начинать разрабатывать. Это открыта сейчас информация? Ну вот сейчас я, наверное, первый раз об этом говорю открыто, что такой roadmap будет. Но по сути все уже знали, что в любом случае в 2018 году выйдет наша вот новая версия Катапульт, которую там писали. Ну вот к тому времени это будет 2 года. Прогнозируешь большой взрыв? Очень, да, потому что там такие функции, которые, по сути, например, отдельные функции, они полностью заменяют функционал других блокчейнов. Условно, там, я немножко упрощаю, например, то, что делает Ripple, NEM теперь будет делать только намного лучше, чем Ripple. Большинство вариантов смарт-контрактов, те же там, не знаю, вот мы здесь рассматривали ICO, а есть очень много простых, понятных вообще кейсов, которые нужны бизнесу. Получается, что на NEM реализовать намного проще, чем на эфире с смарт-контрактами. То есть вот за счет того, что, ну, по сути, мы называем NEM это Smart Assets Blockchain, то есть мы делаем удобные и легко программируемые сами активы. То есть когда вы выпускаете токен свой, вы сразу можете запрограммировать все его свойства. Например, каждый раз, когда вы передаете, что вам должна приходить комиссия с этой транзакции. То есть если бизнес строит свою модель так, что токеном полезно пользоваться, вы уже с этого можете зарабатывать. Не имея никакой собственной инфраструктуры, это все происходит на блокчейне. Может, у тебя есть что-то от себя пожелать зрителям, которые будут это смотреть? Я желаю одной простой вещи. Сейчас самое время посмотреть на технологию блокчейн и какие проекты вы можете сделать. Потому что среди вас, я уверен, есть следующие
и Марки Цукерберги, и Стива Джобса, потому что сейчас то время, когда строится новая индустрия, и с нашей платформой вам будет очень легко начать. За день можно сделать ваш первый продукт. Поэтому смотрите на это не только как инвесторы, потому что это рискованно. Если вы инвестируете, хорошо понимаете, во что вы вкладываетесь, знаете о проекте максимум. А если вы разработчики, или у вас есть бизнес, или просто бизнес-идея стартапа, просто смотрите на то, что такое NEM, и вы, я уверен, найдете способ реализовать то, что вы хотите на платформе NEM. Все, спасибо большое Спасибо огромное. интервью. Отлично. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Счастливо.